Здравия всем слушателям, зрителям и подписчикам моего канала. И тема моего сегодняшнего видео – все факты потопа 17 века в европейской части континента. В это время, в 17 веке, в Голландии зарождается новый жанр живописи – марина, то есть морской. В нем главным героем изображения была стихия моря. Ну, такое вот совпадение. Почему-то они полюбили изображать стихию моря. И мало того, зарождается еще один жанр живописи. Каприччо. Буквально каприз. Это жанр пейзажной живописи, популярный во второй половине 17 или 18 веке. На картинах этого жанра изображались архитектурные фантазии, в основном руины вымышленных античных сооружений. Ну хорошо, что хоть это объяснили. А мы думали, они не вымышлены, они последствия потопа. Вот это, как говорится, одна из картин, к которым жанру этому относится. Здесь показан Египет. И даже не обращайте внимания, что там люди белые прыгают, пускай прыгают, обелиски от поломаны. Это все, это же оказывается все вымысел. А то, что мы видели на картах там, руины античных сооружений, ну так, тоже, наверное, вымысел. Это так же, как я нашел карты затопления Северной Америки, а там написано тоже, это вымысел. Вымышленные объекты. Давайте посмотрим не на вымышленный объект, а на Колизей. Как он трансформировался согласно художественным произведениям, вот картин. Вот Колизей, 16 век, Антуан Карон. Все на месте, все чисто, культурно, пожалуйста. Вот в разрезе он даже показывает. Конец тоже 16 века. А почему-то уже Колизей. И картина это вроде 1575 года. Колизей выглядит так, как будто его затопило, и он там 20-30 лет стоял весь в глине и песке. Ну, вымышленно, что не вымышленно. Опять же, то же самое, 1575 год, этот Рим. Люди с шестами ходят, все засыпано, заросло. Ну, что, как говорится, люди не придумали в то время. То же время, тоже засыпано, шесты, ну, что не придумаешь. Вот откопанный вход. Вот люди понапридумают, понимаешь. Опять же, картина или 16 или 17 века. Все разрушено в песке. Ну, наверное, тоже вымысел. Юбер, это более уже 18 век, по-моему. Тут тоже Колизей какой-то, дырки, все заросло. Люди что-то откапывают, ищут. А вот 18 век. Колизей уже более культурно даже выглядит. Пускай заросшие, но все-таки очистили. Более-менее все ровно. Тоже примерно 17-18 век. Потому что такое ощущение, что художника они все-таки передвинули по жизни. И что мы видим? Мы видим Колизей. Какой-то засыпанный песком, заросший. Вот же фантазия у автора. Это фотография римского Колизея 1860 года. Уже все очищено, чистенько. Более-менее цивильненько. То же самое можно отследить эти события и на изображениях Египта. 1572 год. Египет. Пирамиды Египта. Обелиски, пирамиды интересные. Даже не обращайте внимания, что египтяне все белые. Как говорится, не этот вопрос сейчас важен. Опять же, этот Каприччо 18 века понапридумывали, что все эти обелиски поломали. А белые люди все еще пляшут здесь. Или вот иллюстрация из книги Афанасия Кирхера. Конец 17 века. И как-то опять же пирамиды засыпанные все. В каком-то неприглядном состоянии, обелиски поломаны. Мне много раз писали, что вот эти вот все пирамиды, они не древние, они вот наоборот построены за последние 300 лет. Вот я не знаю, на чем там они сделали этот вывод. Я, наблюдая вот эти картины, я наоборот вижу, за последние 300 лет там не то, что ничего не построили. Там в лучшем случае разобрали половину. Нет ни этих ни обелисков, ни вот это великие пирамиды 3, а где поменьше. Такое огромное количество рядом же. Такое ощущение, что их разобрали как строительный материал, потому что они были поменьше. Да и пошли на нужды строительства людей, например, пострадавших от потопа. Почему нет? Вот тот же конец
17 века, и все пирамиды стоят, и, как говорится, за 300 лет их должны только построить, по словам некоторых исследователей. Они уже стоят. Да еще и песком засыпали. Ну так, кстати, нам может дать дополнительную информацию и статистика по самим художникам прошлого. Обратите внимание, вот голландские художники. Почему-то до середины 17 века их количество только росло, а потом с середины 17 века голландские художники только вымирали. Вот это график появления новых, их фактически не появлялось. А идет только вымирание. Вот это. Примерно 1650 год. Ты посмотри, какое совпадение. Такое ощущение, что в этот период произошла какая-то глобальная катастрофа. Люди стали выживать. Им уже стало не до живописи. Тут говорится, не до живописи, тут бы выжить. Поэтому нужны были не художники, а простые какие-нибудь крестьяне да рабочие. Поэтому художников в Голландии новых нет, а старые вымирают. И только вот там, под конец 18 века что-то изменилось. Не, 17 все-таки. В конце 17 века там парочку художников да появилось. Так имейте в виду, на этот уровень они потом никогда вообще не вышли. Вот более ближе эти голландские художники. И опять же мы видим, пошло падение, появление новых, которые фактически перестали появляться. И пошла только смертность среди имеющихся. И говорят, ничего не произошло. Ну, так бывает. То развивались ударными темпами, а то начали просто вымирать. Такие же проблемы и в Италии было. Ну, в Италии меньше проблем, как видите. Вот она, середина 17 века. Опять тот же процесс. До середины росло, бац, потом все меньше, и только вымирание идет. И потом все-таки опять восстановилось. Но сам факт, значит, Италия меньше пострадала. Почему мы сейчас и имеем множество картин именно руин итальянских, а не голландских, например. Вот еще ближе этот график итальянские художники. Вот до 1650-го росли, все больше художников появляется, а потом бац, резкое падение. Единицы фактически появляются, 2-3. Под конец 17 века. Все остальные вымирают, потому что не до художеств тут бы выжить. То же самое и с испанскими художниками. Ну, в это время у них какая-то прям напасть на них всех произошла. Вот середина 17 века. И они все вымирают. Потому что художники не нужны. Нужны строители, те, кто спасут. Как говорится, Испания, получается, тоже не слабо пострадала. Потому что потом фактически восстановились они только через 100 лет по художникам. И сам факт. Происходят глобальные перемены, которые требуют уже не художников, а рабочих. Вы замечали, что после болезни организм восстанавливается все дольше, а прежняя зарядка иммунитета уже не работает? Врожденная защита дает сбой, и ей нужна серьезная поддержка. Здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я уже рассказывал, что его основа – это особая молекула железа, которая не просто добавляет его в кровь, а помогает нормализовать саму работу кроветворной системы. Но главное – это результат. Ваши собственные силы мобилизируются, и организм начинает справляться сам. Сейчас сезон повышенных нагрузок – это не просто добавка, а реальный инструмент, чтобы укрепить свой защитный барьер по-настоящему. И сейчас вы можете легко его приобрести. Я настроил скидку на Озон, чтобы вы могли заказать синтезит иммуноактив быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка для заказа уже ждет вас в описании под видео. А по промокоду Виктор30 перед оплатой вы получите 30% скидки на весь ассортимент синтезита. Но промокод действует только до конца декабря. Также обязательно посмотрите раздел «Отзывы на Озон». Там много интересных отзывов. Насколько это были глобальные перемены? Ну, скорее всего, изменилось в это время, середина 17 века, отмечено повышенным интересом к определению атмосферного давления. И утверждается, что именно в середине 17 века товарищ Торричелли произвел опыт по выявлению давления, и оно было выявлено на уровне современного. Такое ощущение, что их никого не интересовало это давление, пока с ним что-то не произошло, оно резко не упало. И появилась необходимость его измерять.
И именно поэтому тоже в середине, опять же, 17 века был проведен опыт, в котором из двух полостей выкачали воздух и пытались их разорвать. Знаменитый опыт Отто Геррике где-то в Германии. То есть появился повышенный интерес к измерению давления. Мало того, что повышенный интерес к изменению давления, тут интересные вопросы с календарем тоже возникают. Если была катастрофа, которая привела к изменению не только давления, не только карт, но и, получается, движения Земли, должны быть какие-то изменения в календарных системах. И что мы видим? Почему-то, утверждается, что это 1582 год, была введена Папой Римским Григорием в католических странах реформа календаря. Юлианский был заменен на Григорианский. Изменение составило фактически 11 дней. 4 октября стало с пятницы 15 октября. Вопрос, как так может быть вообще? Как так может быть, что на 11 дней произошло смещение календаря? Просто так. Пускай с датой, конечно, нужно разбираться, почему середина, конец 16 века. Вполне возможно, что нам, мягко говоря, что-то не договорили. Так еще один интересный факт. Получается, по этим данным, ровно через 100 лет Петр I вводит указ на территории Московии, где отменяет древнейший в мире русский календарь, по которому шло лето 7208 на тот момент от сотворения мира, и назначает его летом 1700 по юлианскому календарю, что самое интересное. Ну, если это правда, вообще интересно. 100 лет назад католики отменили для себя этот календарь, пользуются григорианским. Петр же отменяет древний календарь русский, древнейший в мире, который сейчас фактически пытаются только забыть и не использовать. Потому что, зачем вам древнейший в мире календарь, когда у вас есть католический, как говорится. Никакого захвата нет, никакой оккупации нет. Пользуйтесь католическим, да и не спрашивайте, а что было 7200 лет назад. Петр же ввел празднование Нового года с 1 января, а не в день осеннего равноденствия, как праздновалось ранее. Но, опять же, осеннее равноденствие. В допетровской Руси традиционным новогодним угощением праздничного стола были яблоки. Вопрос, почему? Да потому что до календарной реформы Петра I Новый год отмечали 1 сентября. В то время тогда собирали яблоки. Но наши предки всегда жили в гармонии с природой. И как тут написано, праздновали они новолетие в день осеннего равноденствия. Точка. Вопрос, почему? Потому что, как бы вам было это не интересно, но новый это означает темный, черный. Лето это цикл солнца за весь сезон, за год, который вы сейчас называете. Так почему именно в сентябре, именно на день осеннего равноденствия праздновалось новолетие? Потому что наступала пора, когда день становился равен ночи, и дальше увеличивалось время чего? Темное время суток увеличивалось. Оно возрастало, то есть темного времени суток становилось больше, а светлого меньше. Поэтому на Руси оно праздновалось именно на день равноденствия 1 сентября по тому календарю. Напоминаю еще раз, у нас сейчас равноденствие в районе 22 сентября. Расхождение больше 22 дней. И празднование связано с конкретным астрономическим событием, которое получается, сместилось на 22 дня. Но и это еще не все. Если вспомнить, что у нас была еще одна реформа календаря, где старый новый стиль опять же был введен, то мы получим что? Что еще смещение на 13 дней. То есть фактически то, что мы празднуем сегодня 22 сентября, еще там 200 лет назад
должно было праздноваться в районе первых чисел октября, то есть где-то 5 октября. То есть мы имеем смещение цикла осеннего равноденствия в районе 32 дней по сравнению с тем же допетровским периодом. И я считаю, что он был вынужден применить реформу календаря, чтобы хоть как-то, хоть куда-то впихнуть изменения, чтобы их, как говорится, нивелировать те изменения, которые произошли. Поэтому он отменил и древнейший календарь, как бы отрезая прошлое, плюс убрал те несоответствия, которые были именно из-за того, что произошло смещение движения самой Земли. И отвязал это смещение от осеннего равноденствия, а привязал больше к тому празднику, которое вы знаете как Рождество, рождение нового солнца. Но это еще не все. В самой Москве происходили и другие более важные события того времени. Еще раз хочу вам показать эту карту, где показаны основные районы распространения болот в России. Такое ощущение, что перед нами просто последствия именно того глобального потопа, который произошел в 17 веке, который сдвинул все эти водные массы с северного полюса именно на наш континент. Причем там, где есть именно промерзание, замерзание, там эти водные массы оставили свои следы в виде болот. Вот они, основные районы фактически затопления. Вот это район Московии прошлого. А если это было так, то тогда, если произошло смывание, вымывание грунта, тогда весь чернозем или плодородный слой с этих регионов, он должен был уйти ниже. Вот смотрим, почвенная карта Европейской России. Вверху фактически чернозема не осталось, он ушел вниз. Вот он, это опять же Украина современная, южные области. Выше идут болота, потом идет такая смесь солончаков и чернозема. И такое ощущение, что его не просто здесь восстанавливали, а его просто смыло сверху вниз. Вот здесь больше всего чернозема и осталось в итоге. Вот и одна из приближений этих карт, когда здесь идет вот район Липецка, Тамбова, когда идет вперемешку солончаки, чернозем. Чернозем, солончаки. Ну, конечно, чернозем разных видов, но сам факт, что идут вперемешку солончаки с черноземом. Вверху выше то болото. То есть такое ощущение, что чернозем сверху смыло просто вниз, а там, где идет именно постоянное замерзание, огромные массы снега, идет большие низкие температуры, образовались болота. Соль смыла. И знаете, какая проблема вот этих всех территорий? Левобережная Украина, центральная Россия. Степи. В степях основным препятствием для развития деревьев является недостаток воды, низкий уровень грунтовых вод и засоленность степных почв. Вы понимаете, в степях, оказывается, много соли. Поэтому леса встречаются в поймах рек, и увидеть степь теперь можно только в заповеднике. То есть фактически степи и вся эта территория именно имеет огромное количество солей различных. Вода в колодцах тоже имеет большой уровень накипи, то есть множество солей. И из-за огромного количества солей, засоленности почв, растет все слабо, но там, где есть все-таки чернозем, где его удалось восстановить, снизу все-таки идет многометровый слой глины. Такое ощущение, что глины принесен в прошлых потопах. Вместе с ней пришла и засоленность большая, и действительно только усилия людей привели к тому, что эти территории удалось восстановить и хоть какой-то уровень чернозема. Сейчас я вам скажу, что уровень чернозема примерно до полуметра. При сельхоздеятельности правильной людей такой уровень может действительно образоваться за 300-400 лет.
Сейчас этого нет, сейчас вообще идет опустынивание земли, превращение чернозема в пустыни фактически. Ну, раньше люди, получается, умели восстанавливать. Вот обратите внимание на эту карту, опять же, Украины 1670 года. Огромные пространства без растительности. Вот. Такое ощущение, что прошел вот действительно потоп, сель. Вот растительность смыла, большая засоленность почв, а на определенных территориях люди только начали восстанавливать растительность. И только небольшие лесные массивы остались на возвышенности. И люди потихоньку восстанавливают этот регион. А все, что прошло дальше, ну, фактически уничтожило жизнь. Те же самые проблемы мы встречаем и в середине 17 века в самой Москве. Происходит разрушение системы государственного управления в результате династического кризиса, смута. Происходит окончательное закрепощение крестьян, обострение социальных противоречий. Происходит церковный раскол, реформа Никона, середина 17 века. Факт в том, что, получается, были отменены коны. А коны, вот эта реформа Никона, они фактически коны мироздания. То есть наблюдение за небесными светилами. То есть как одно от отмен. Такое ощущение, или они изменились, и была необходимость что-то ввести другое. Ну, фактически происходит изменение не просто на территории, на картах, но и в жизни людей. Также теперь становится понятно, что крестьянская так называемая война конца 17 века или восстание Степана Разина — это всего лишь война Тартарии с Московией. Причем, обратите внимание, как она описана в истории. Война в России между войсками крестьян и казаков. С одной стороны, хотелось бы сказать, и царскими войсками с другой. Вопрос на засыпку. Если с одной стороны крестьяне и казаки, то царские войска кто представляет? Иностранцы, тогда понятно. И война идет за именно восстановление единого государства с Тартарией. Или просто это крестьянское восстание, непонятно за что. Если к тому времени просохло, как говорится, соединение между Тартарией и Московией и Украиной, тогда понятно, за что идет борьба. Что это никакая не крестьянская война, которая идет по факту 4 года. Именно война за объединение между разбитыми и пострадавшими частями империи прошлого. Это гравюра взятия Астрахани рязанцами, Разина войсками. Гравюра 18 века. Еще одно изменение, которое показывает нам на какие-то жуткие перемены. До этого шли переписи, которые назывались татарскими, тартарскими. А в 1646 году произошла новая перепись. А в чем же ее изменение? Раньше считали по дворам. А в 1646 году была проведена перепись, где было уже не по дворам считали, а потому что не считали, потому что, скорее всего, дворы были уничтожены, большинство строений пострадало. А начали население считать уже по головам, причем и мужчин, и женщин. И перепись в Москве дала результат 7 миллионов на 1646 год. Почему я утверждаю, что катастрофа, скорее всего, произошла вот в этот промежуток, 45-й, 46-й, может 41-й, 45-й, 1641-1645, вот в этом районе. Потому что именно если по вам прошелся, извините меня, потоп, то, конечно, у вас возникла необходимость хоть пересчитать тех, кто остался в живых. И вам уже не дворы важны, а хотя бы по головам всех посчитали, кто есть, и женщин, и детей, и мужчин, кто в наличии, как говорится. И вот 7 миллионов оказалось. Но есть такая теория Столыпина, которая утверждает, что если все хорошо, население будет увеличиваться за 20 лет в 2 раза. Но было не совсем что-то хорошее, потому что за фактически 30 лет прирост населения составил всего 50%. Ну, чуть больше. И если посмотреть, еще проходит 30 лет, новая перепись, еще всего лишь 50%. Даже не 30, 40. То есть не выдерживается эта теория. Она работает, если все нормально.
А по факту мы видим, что население той же Московии, оно увеличивается очень мало. Такое ощущение, что происходят постоянные, опять же, войны, проблемы, которые приводят к тому, что население не растет так, как оно должно расти. Так что та же перепись населения в Москве показывает, что что-то произошло, что привело к изменениям. Эти изменения выразились и в численности населения, и в том, что перепись была изменена. Такие же проблемы мы видим по переписям и в Европе. Вот опять же начало, пишут тут нам, начало 17 века, но в Европе 95 миллионов человек, начало 18 века 130 миллионов человек. То есть за 100 лет постоянно увеличилось в 2 раза. Население, и так произошло бы 5 раз, должно бы составлять сотни миллионов. А за 100 лет фактически никаких не сотен миллионов нет, а есть рост численности максимум на 50% за 100 лет. И еще через 100 лет идет фактически еще тот же рост на 50%. И он скажет, ну такой рост нет. Это постоянные проблемы, которые приводят к тому, что население находится примерно в одном и том же ситуации. Постоянных проблем, постоянных голодов, бунтов, войн, что приводит к тому, что население сдерживается. Если посмотреть вот по населению действительно отдельных стран, то, например, на Пруссии вот это, видите, никак не отразилось. За 100 лет Пруссия с населением миллиона выросла до 5,5. Англия, например, с населением 5 миллионов выросла всего-то до 6 за 100 лет. То есть увеличение населения каждые 20 лет на 20, в 2 раза, эта формула работает. Если нет никаких проблем, или проблемы вы просто решаете. Если же вы их не решаете, а постоянно держите население в проблемах, в войнах, в эпидемиях, то такие задачи не решаются. И вот за 100 лет население увеличится на треть, на 50%, не больше. В Пруссии мы видим, такой процесс сработал. Может, меньше всего пострадали. То же самое нам говорят и годовые кольца деревьев. Вот это, хоть и плохо видно, но сам факт. Вот середина 17 века. Вот были такие годовые кольца, они бац. Нам именно интересно вот эта разница. Вот насколько упали годовые кольца. И такое же падение произошло, кстати, где-то в начале 19 века. Тоже резкое изменение. Тут были и другие резкие изменения, но сам факт, что самые резкие изменения мы видим в середине 17 века и в начале 18. Были и другие, более меньшие. Так что такое ощущение, что это последствия именно той катастрофы. Биосфера пыталась восстановиться, но ее все равно продолжали или бомбить, или происходить другие события, восстановление той же оси вращения, что приводило к таким изменениям. И более-менее мы видим к нашему времени такие процессы более-менее остановились. То есть идет восстановление биосферы. Помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения.
Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.